Всем привет! Сегодня мы на выставке в городе Осака, в Японии. Это выставка строительного оборудования, экскаваторов и всего, что связано со стройкой. Здесь автовышки, краны-пауки, очень много всего. Сейчас все продемонстрирую. Выставку организовала компания Nishio. Это одна из крупнейших компаний по аренде техники. Организовала она под эгидой того, что в Японии в 2025 году будет проходить всемирная выставка Экспо. Вот в Дубае она была недавно, в 2025 году в городе Осаке будет проходить, поэтому будет грандиозная стройка. Соответственно, очень много производителей техники заинтересованы, чтобы техника участвовала в этой стройке. И вот такую выставку организовали. Мы уже тут немного походили, выставка очень интересная. Обязательно досмотрите видео до конца, подписывайтесь, будет очень интересно. Я сегодня не один, у меня помощница Эрика, она нам помогает коммуницировать. Ну-ка посмотрим люфты. Ребята, есть люфты, смотрите. Новый экскаватор. Кто там что рассказывает, что должно все идеально стоять мертво? Мертвый, ребят, только на сварке. Только когда сварка и кувалда. Даже здесь, смотрите, небольшой люфтик, он присутствует. Новый экскаватор, полностью электрический. Классно, идем дальше. PC78U11. Мы о таком даже не слышали еще, да? Здесь он продается. О, как приятно, когда новая машина. Ключики, все идеально. Полностью новый аппарат. Но ключи не дают. Во избежание травм заводить не разрешают, поэтому можем просто по кругу обойти, посмотреть. Сейчас посмотрим, что под капотом. О, камера заднего вида, я вижу, есть. Так, у нас тут дизелек, 4 цилиндра. Ну, тут уже, конечно, куча проводов. Опять же, к вопросу, многие говорят, вы двигатель, наверное, сами красили, потому что покрашено все со шлангами, с трубками. Вот, ребят, новая техника. Абсолютно, видите, все трубки резиновые. Все покрашено. Обычно табличка есть, но тут я не вижу таблички с годом производства. Аккумуляторы, бортовая сеть 24 вольта, ну как в принципе на 75-ка. Окей. Окей. Даже фотографировать запрещают. Пойдемте 30-очку посмотрим. Трехтонник. Так, судя по всему, он, наверное, электрический. Или что это такое? Кондиционер. А зачем здесь кондиционер? А зачем кондиционер? Можно спросить? Это для водителя, чтобы не было жарко. Ну так кабины же нет. Поэтому он там и стоит. Это вот мы ехали, представитель Камацу, вместе на такси добирались с ним. Не знаю, сейчас опять нас ругать, наверное, будет, что мы полезли под капот. Ну, дизельный мотор. Я думал, честно говоря, может электрический попадется, но нет. Дизелек. Говорит, обязательно посмотрите на эту часть. Отвал, да, я видел. Планировочный отвал. Да, он
Причем двигается, что хорошо, в старых версиях так переставлялось вручную, то есть здесь штифт, палец стоял, да, и вручную надо было двигать. Здесь уже полностью гидравлика, то есть здесь цилиндр, там цилиндр, то есть и так получается, и так отвал полностью регулируется. Это очень круто. То есть отвал мультипланировочный, как на бульдозерах стоит. Это прям очень круто. Блин, ну зачем кондиционер здесь? Вот вы мне объясните, что он охлаждает? Я не понимаю. Ребят, кто понимает? Вот они сказали, что, ну, для оператора, ну и что? Вот он локоть ему охладит, что он сделает? Кто объяснит? В комментариях напишите. Ну да, вот видите уже на ручке. Получается она так, и вот кнопки. Да, то есть управление уже такое серьезное, ручка отвала. Табло. Так, а интересно, год производства пишут? Где табличка с годом производства? О, 2021 год. Напомню, сейчас 23-й у нас год идет. Да, 21 год, 9 месяц. Не такой уж он и новый. Не такой уж он и новый. Классный, прикольный. Здесь, наверное, переключение у нас есть операции. Ну, кстати, нет, переключается только шлангами. Быстросъемы стоят. Нет ручки такой быстрого переключения операций. Обычно на выставку все-таки богатые комплектации ставят. Но тут, я понимаю, из богатой комплектации мультипланировочный отвал и кондиционер в спину, который дует. Вот у нас электрический погрузчик FE 25G, FE 30G. Ну, электрический, ну да, электрический. Сейчас надеемся, что у Эрики получится договориться нам на каком-нибудь поработать. Что у нас уже есть знакомые тут. Обзаводимся друзьями. Классный. Так, что у этого? Ну, у этого комплектация вообще бедненькая. То есть вилка вручную передвигается. Ну, в принципе, сами видите, два рычага только. То есть все самое простое. Никаких наворотов, кроме того, что он электрический. Литий-ионная батарея. Пневматические шины. Больше ничего интересного. Так. Ну, тут уже 22 год, 11 месяц. Это уже моделька посвежее. 2,5 тонны он поднимает. Также новый. Классный, классный. Это у нас самосвал, карьерный самосвал, серьезный, на резиновых бусках. Так, Эрика все разговаривает. Смотрю, все улыбаются, но не факт, что разрешат. Ладно, пока смотрим дальше. Класс. О, Янмар, я переживал. В списке не было Янмара, но смотрю, есть. Отлично, к ним тоже подойдем. Что говорят? Что вообще никакую технику нельзя подвигать в целях безопасности. Ну ясно. Ладно, не сильно я надеялся, что нам разрешат, но... Блин, какая звезда, с ума сойти. Вот моя рука. Да, как один зуб. Это прям очень серьезно. Интересно, какая грузоподъемность у него. Тут, наверное, характеристики не пишут. Тут все современно уже. Наведите QR-код. А, нет, пишут. 16,5 тонн. Камеры, все дела. Не фиксируется. Нельзя? Хорошо. Блин, ну что ж тут столько надсмотрщиков, а? Вообще ничего не разрешают. Модель SD110R. Прям вообще ничего нельзя. Двигатель, я так понимаю, нам тоже не разрешат вон туда вскарабкаться, посмотреть. Ну и ладно, не очень-то и хотелось.
Пойдемте дальше. Итак, Инмар. Ваю 20. Сейчас посмотрим. Так, проверяем. Сейчас мы глянем на люфты, само собой. Что тут у нас? Чуть-чуть болтается. Свободный ход всегда должен быть, ребят. Всегда. Немного будет. До этого никуда. Но вот здесь удобно сделали. Вот характеристики есть хотя бы. Мы можем посмотреть. Недавно никаких QR-кодов. Год не пишут. А сейчас мы под капотом посмотрим. Сейчас нас опять, наверное, отгонять начнут, чтобы новые секреты не украли. Где табличка? Инмар всегда клеил таблички, а здесь ее нету. Трехцилиндровый дизелек. Причем, ребят, смотрите, никакого. Вот я здесь электронного управления не вижу. Обычный механический ТНВД. Из электронного только глушилка. Форсунки обычные. То есть абсолютно обычный. Никакого тюнинга. Гидравлика по уровню. Инструкция украдена, как обычно. Так, ну что? О, здесь ключ стоит, ребятки. Ключ есть. Как это Инмар так неосмотрительно оставили ключ? Даже включается. Но заводить я не буду, потому что явно меня тут обезвреживать перебегут. 1,9 моточаса наработка. Классная двадцаточка. Все в целлофане. Вот здесь, ребят, ну правильно сделали. Богатая комплектация, стоит переключалка. Не то что Камацу. Не то что Камацу. Vios 17. Раздвижная колея, я вижу. Что еще интересного? Ну тут народ в основном с детьми поприходил. Просто развлечения для детишек. Дизелек. Тоже все стандартно, все обычно. Ну да, колея раздвигается, вот отвал тоже раздвигается. Так, это что-то интересное. Это у нас Vio 30, смотрите, быстросъем стоит. Причем линия гидравлический быстросъем. Ну да, вот управление стоит, сейчас я вам покажу. Гидроразводка прям, ну вот Инмар молодцы, прям самые богатые комплектации повыставляли. Какая красота, а? Также дизель, также 3 цилиндра. Никак, ну нет, уже что-то электрический компонент есть, какая-то катушка. Ну так серьезно, прям вот тут массивно. Для трехтонника вот как-то очень массивно он выглядит. Ну вот могли бы еще отвал планировочный сделать, да? Так, что у нас тут? Ну вот у нас, вот да, вот у нас управление на быстросъем. Батарея пишет севшая, 1,2 моточаса, тоже новый. Прям новый, классный. Вот такой красавец. Vio 30, а давайте посмотрим Vio 30 6C. Вес 3 тонны. Глубина копания, я так понимаю, 2,82. 3 ТНВ 88. Дизелек у него. Вот по ценам, ну по ценам
попозже попробуем поузнавать. Но здесь пока вот я не вижу, чтобы информацию давали. Ну там вот точно такой же, только с гидромолотом установленный. Ну, вот Янмар прям, ну да, он там с щипцами. Щипцы просто механические, обычные, не гидравлика. То есть гидравлический стоит быстросъем и щипцы. Также у Янмара очень много на выставке осветительных вышек стоит. Вот это все осветительное. Вот этот человечек ночью светится. Класс J09. О, стрела робот. Стрела робот. Давайте покачаем стрелу робот. Ой, а что такое? Качается. Давайте его спросим, можно завести его или нет. Колея раздвигается, да. Колея раздвигается. Ну, нам даже Не будете двигать, а только заведете. дизелек по звуку. Ну, класс. Класс. Все. А стоимость можно узнать техники? Как узнать стоимость? Сейчас посмотрим. Он просто не местный. Он с Фукуоки. И он действительно Ну, цены в Фукуоке другие цены. Вот такие щипцы. Ну, такие щипцы достаточно часто попадаются и на аукционе Яху, они есть. Просто захват механический. То есть дополнительной какой-то линии для него не нужно. А вот здесь год, кстати, есть, смотрите, 2023 год, 3-й месяц. Вот прям свежак. Свежак. Янмар молодцы, выигрывают пока. 2 миллиона 800 тысяч примерно йен. Это 0,9, да? Да. Вот, ребята, есть информация, 0,9, J09, 2 миллиона. 2 миллиона сколько? 800. 2 800. Это стандартная цена. От комплектации она меняется. То есть она может и понижаться. Этот выставочный вариант за полцены они в конце выставки нам продадут. Можно за... これね、もうね、これね、売り先決まってるんですよ。もう売れちゃってるやつ。 О, все. Ну ладно. 嬉しいです。 Пойдем у Сумитома купим. Так, нет, нам вот здесь, наверное, пройти надо. О, смотрите, грузовики Isuzu. А давайте тоже посмотрим. Съезжающая платформа. У меня, кстати, был не так давно, кто следит за каналом, и обзор у меня был Nissan такой со съезжающей платформой. Давайте глянем. Ну да, у него он не отсоединяется, кузов так же, как вот у нас был. Ну ладно, будет посвободнее, мы подойдем еще сюда и поснимаем. Это представитель какой компании? Это что за автомобиль? Давайте смотреть. О, какая классная автовышка. Какая классная автовышка. Что это за марка? Scania. Европейцы здесь тоже выставляются. Смотрите. Вот такой веер нам дали. Молодцы, реклама прям хорошая. Смотрите, да, лапы как. Блин, классный аппарат. Классный.
можно у них спросить, сколько метров эта автовышка? Высота подъема. 8 метров. Поднимается до 8 метров. А, ну да, то есть это не прям автовышка, это вот чтобы через какую-то конструкцию, да, то есть это вот мосты, да. Да. Ну да, вот характеристики. Ну правильно, да, да. Это логично, потому что у нее нет лап, да, то есть лапа такая, то есть она не выдвигается за габариты машины, потому как, ну, когда обслуживаешь мосты, то есть надо подъехать максимально близко к леерам, поэтому аутриггеры вот так выполнены. В принципе, да, действительно это правильно. Ну да. Кран-паук. Фирма у нас Юник. О, класс. Да, грузоподъемность 2,9 тонны. Секции у нас 1, 2, 3, 4. Ну да, 4 вылета плюс основной. О, какая классная подстригалка для травы. Видите, то есть она по низу не идет, камней не боится. Ну, мелких камней. О, тут даже пошевелить ей можно, ничего себе. Ну тут прям очень людно возле нее. О, аригато гозаимасу. Я чувствую, мы с кучей литературы отсюда уйдем. Где-нибудь в конце нам уже тележечку дадут. Классно, Юник, молодцы. У меня есть авоська. Молодцы. Ну ладно, будем проходить еще. Если будет менее людно, мы расспрашиваем про стоимость, высоту подъема. Hina Safety. Получается электрический полностью грузовик Hina. Да, у него, видите, нет решетки радиатора. Полностью электрический. Интересно, годовой или нет? Вот теперь у нас есть пакетик. Аригато гозаимасу. Пакетик теперь и от Hina у нас есть. Прям фургон. 950 килограмм грузоподъемность. А можно спросить, он 4 ВД? Какой привод у него? Передний, задний или 4 ВД? Привод колес. Ведущие колеса передние, задние или 4 ВД? Передний. Передний. Понятно. Передний привод. А могу? Вот так вот он выглядит. Смотрите, уже здесь просто шайба, да, включается. Включаются скоростя. А мы можем даже включить его. Сейчас нам надо обойти с той стороны. Надо прямо оттуда посмотреть. О, аригато. Ключ. Вот так табло выглядит, уже полностью электронное. Такой вот брелочек. Блин, ну без обдува, конечно, водителю будет тяжко. Ну, тут все-таки кондиционер стоит, поэтому сильно плохо не будет. Высокие потолки. Супер.
А, это зарядка, да? Вот как он заряжается. То есть это, наверное, quick charge и обычная, наверное, да? То есть силовой и от розетки, наверное. Все. Аригато гозаимасу. Так. Тадана, ребята. Это что у нас? Вышка. Да, конечно. На самый верх можно? Отлично. Я правильно понимаю, 29 метров. 30 метров. Офигеть, 30 метров. Если я спущусь и штаны вот здесь будут мокрые, не обращайте внимания. Это стандартная реакция на такую высоту. По крайней мере у меня. Да, чересчур серьезно. Это для 50-метровой вышки, наверное. Окей. 28 метров. Богдан, ну камера. Берите. Сказали можно. Главное, не роняйте. Ну, понятное дело. А я поеду не один. Ну что, с Богом. Автовышка Тадана. 28 метров высота подъема. Сейчас мы увидим. Сейчас мы увидим. Ух ты, какая большая выставка. Сколько палаток. Все, лапы раздвинуты нормально. Упасть не должны. Напомню, мы находимся в городе Осака. Это портовая зона. Мы сейчас на искусственном насыпном острове находимся. То есть вокруг нас везде море. Очень хорошо. Вот смотрите, а вот кат, он шевелятся. На Caterpillar можно поработать. Сейчас мы туда пойдем. Он кат, Hitachi. Нам надо туда. Так. Все, вот мы сейчас люлька... башня полностью вращается. Мы полностью выдвинулись на всю высоту. То есть сейчас высота 29 метров по полу. Ну, все, мы инициировали процесс спуска. Ну да, вот подтверждение. Видите, табличка с высотой, с характеристиками вышки. Вышка Тадана. Очень здесь красиво. Сейчас обойдем всю территорию. Ну все, я на земле. Штаны сухие. Так, дальше у нас Сакай. Каточки. Катки, виброплиты. О, какой классный каток, да?
Двухвальцевый, металлический. И он поворотный. То есть он прям поворачивает. Дизелек. Дизель 1 цилиндр. Причем я не пойму, какой марки дизель. Где написано? А, Кубота. Кубота дизель. Кубота дизель. И смотрите, управление уже, да? Класс. Хотите, он подвигает его? Да, конечно, да. Да. Газ не дал. Ошибка новичка. Смотрите, да? Вообще шикарно. То есть на таких мелких, да, обычно как бы мертво стоит, здесь полностью вращается. Да, вот получается клавишей как раз он управляет. Клавиша управляет поворотом. Ну да, я как бы пробовал работать такими. Очень неудобно, когда ты прям тянешь, упираешься вот так, чтобы его повернуть. Здесь очень удобно будет оператору с ним обращаться. Yes. А какой вес? Сколько весит? 710 килограмм. 710 килограмм. А сколько стоит? А стоит, это всегда сложный вопрос. Это всегда надо уточнять. Так, что у него тут есть? Емкость с водой. Ну, про вибрацию я даже спрашивать не буду. Я думаю, что в любом случае она есть. Фара стоит. Полив. Ну, классный. 1 700 000 йен он стоит. ごめんなさい。お客さんに150円。定価が178万。Обычно стоит 1 780 000, но для клиентов 1 500 000. 1 780 000 это обычная цена стандартная. 1 500 000 для нас. Special for us. Сколько это в рублях получается? А вот характеристики. Кому интересно, поставьте на паузу. Вот каток большой. Блин, тут он уже серьезно, я так понимаю, навигацией. Ну не навигация, а видать что-то. Блин, ну это вообще, это просто ракета. Это 883 000. В рублях 883 000, в принципе, доступная цена. Но опять же, добавьте сюда, ну сейчас и вывести невозможно его. В Россию никто его не выпустит. И не факт, что запустят. Но как бы цена, я считаю, что вполне себе доступна. Есть в Токио отдел, который занимается продажами за границу, и если вдруг вы захотите перепродавать в Россию, то нужно будет связываться с ними. В России, я думаю, сейчас не отпустят. Блин, как тут все серьезно. Давайте посмотрим. Это просто какой-то космический аппарат, а не каток, ребята. Это космический аппарат. Блин, это просто каток. Просто каток. Нафига столько компьютеров. Сакай ТВ-504. Ладно, тут я даже спрашивать не буду, потому что я думаю, нам очень долго будут объяснять, что это все делает и за что отвечает. Пойдемте смотреть дальше.
Теньо, генераторы, компрессоры. Очень знаменитая японская марка. Очень много у них всего. Вышка Aichi на базе Isuzu. Я так понимаю, она ну-ка, с резервным мотором, наверное, или нет? Давайте глянем. Нет, я не вижу тут резервного мотора. Или все-таки он есть? Это электрические аккумуляторы, получается, резервные аккумуляторы стоят. Да, то есть резервная часть уже здесь электрического исполнения, насколько я понял. Угу. Это тоже хорошо, все должно шагать ногу со временем. Skymaster, но она невысокая, да? 後ろ見たら分かりました。 Невысокая. コーンバーブラケットがあったんで。 Ну, судя по баку, я понимаю, что дизель, AdBlue, мочевина, то есть Common Rail мотор, ну, само собой, как бы, какой год. Ну, причем она уже пробежная, уже обслуживание на 23 тысячах производилось, то есть автомобиль уже с пробегом. Ладно, пойдемте дальше. Aichi. Пожалели новую технику. Пригонять. Я, кстати, видел, что Кат и Hitachi дают покататься сверху. Сверху все видно. Может, конечно, они сами передвигали, но было бы классно. А можно у них спросить, можно мне пошевелиться на нем или нет самому? Можно. Можно? А тогда поснимайте. В общем, ребят, попробовал я. Не совсем понятно, конечно. Но смотрите, сколько настроек. То есть здесь уже можно настраивать вплоть до того, что вы, когда к себе тянете рукоять, то есть ковш будет постоянно, угол наклона, ну, чтобы клыки срезали почву, он будет держать даже вот этот угол наклона, несмотря на изменение угла рукояти. То есть тут просто куча настроек. Посмотрите, сколько камер. Как на каждом джойстике вот так кнопки переключаются. С обратной стороны еще куча кнопок. Caterpillar, конечно, очень заморочился. Тут уже тоже просто какой-то космический аппарат, а не экскаватор. Ну-ка, ну да, смотрите, ребят, ну опять же, Кат в своем репертуаре управления не гидравлика, шлангов нет, то есть электрика уже идет, джойстики с потенциометрами. О, если он у нас в России сломается, я не знаю, куда бежать. Просто куда бежать, что делать. Но в работе, конечно, Кат 315, 14 тонн весит, дизелек, работает мягенько, классно. Как все красиво.
Так, ну люфты проверять не будем. Я думаю, что их нет. Разводка. Шикарная комплектация, конечно, у Ката. Отвал. Был бы еще мультипланировочный, вообще бы цены не было. Но и так, в принципе, он идеален. Кат молодцы. Давайте еще малыша подснимем. 303-го. 303-й Кат. Интересно, с чем он у нас. Модель как Кат они любят, то на базе Mitsubishi, Kubota делать. Вот Кат, да, вот все равно современные уже подушки, видите, вот от нее отлетает. У них всегда проблема с подушками. То есть Кат, он требует частой замены подушек. Уже тут вот какие-то потеки, тут уже резина брызгала или что это брызгало. Но вот новая машина, да, и уже подушки видно, что это уже активно работает подушка. Дизель, ну непонятно так, что пишут. Ну это скорее всего, наверное, катовский именно мотор. Ладно, не буду вдаваться в подробности. Это не столь важно. Что у нас там? Здесь все обычно. Прямая стрела. А цилиндр, смотрите, прям намазали, чтобы не ржавел. Вот это правильно. Вот первое, что при долгом прострое, это вот здесь начинает ржаветь цилиндр. Начинает появляться ржавчина. Все цилиндры прям смазаны. То есть он прям законсервирован. То есть здесь, я так понимаю, не получится его пошевелить. Тоже такое серьезное табло, но с аналоговыми стрелками. Это давайте заглянем сюда. Ну да. РВД я также не вижу. Тоже электронное управление. Прям очень современный. При том, что дизель обычный стоит. Но без каких-то... Ну да, я не вижу тут, это не Common Rail тут, но он вообще прям очень обычный. Прям самый простецкий. Только вот одна фишка, один проводок, глушилка и свечи. Все, электрики больше никакой. А подождите, вот это что такое? Куда это идет? А, ну это просто датчики, да, температура. То есть несколько датчиков. Тут все стандартно. Вот в этом плане он без наворотов, надежный, но по управлению все-таки вот 303CR 14, не знаю, то ли модель 14 года. Что здесь пишут что-нибудь? Made in China, ребят. Кат. Не USA, не Japan. Made in China. Ах вы. Ну-ка, давайте-ка глянем табличку. Есть табличка. Вот здесь Made in Japan. Вот, даже 23-й год, 5-й месяц. В мае месяце он произведен. В прошлом месяце. То есть он прям вообще реально новый. И произведен именно в Японии. Ну вот здесь к качеству, я думаю, не будет вопросов. Аригато гозаимасу. О, электрический Hitachi. Электрический. Прикольно. Мы должны это увидеть. Капот вообще закрыт. Что за моделька? Главное, заклеили почему-то. Почему они заклеили? Модель закрыта. Ну, такое чувство, что он с пробегом. Гусеницы он... Ну, может, это как выставочный вариант, конечно, он трудится, но гусеницы как будто уже ходили у него.
Ну да, он такой уже чуть подзатертый, он не прям вот с конвейера. Табло, ключа нет, кондиционер стоит. С кондиционером, как обычно, заряда, наверное, намного меньше хватит. Даже модель я пока посмотреть не могу. Ну, сейчас мы найдем, я думаю. Но вот даже полностью электрический Hitachi, видите, РВД стоят, то есть у него управление гидравлическое. Гидравлика. Нам бы еще какую-нибудь крышку открыть, посмотреть. Или какие-нибудь характеристики, было бы очень круто. Все наклеечки трогают. Зачем они это делают, непонятно. Стукают. ZX55. ZX55. А что написано? Нет, ну вот здесь провод отсоединен. Ну да, это все-таки для зарядки. То есть он может работать. Батарея, я так понимаю, есть, потому что вот он стоит, провод не подсоединен. Скорее всего, да. То есть есть у него батарея. Ну правильно, как бы дизельные двигатели они не достали. За место него-то само собой, что можно что-то поставить. Это сделано с целью понижения шумов двигателя. Как пишет на памфлете. В общем, Hitachi ZX55, но уже электрические. Такие платформы электрические, ножничного типа называются. Ну, для работы на складах обычно, на какой-то ровной поверхности, потому что, смотрите, даже клиренс у нее, то есть она прям на идеально ровной бетонной площадке должна работать. И такие автовышки Нагано, они выпускаются много лет. Они есть как электрические, так и дизельные. Достаточно много их на аукционе встречается, на такие на гусеничном ходу. Причем цена достаточно доступная, поэтому такую можем вам по достаточно недорогой цене купить, отправить в любую точку. Здесь она электрическая. Гусеничные-то они есть разные, там и 20 с лишним метров есть. То есть все от базы зависит. Ну это, я так понял, 5-метровая. А вот на табличке будет. Нет, 7. Как я и говорил, 7 метров все-таки изначально. Вот дно. 7 метров. Вот такие интересные автомобили для путешествий на базе Toyota Hiace. То есть все есть абсолютно. И где поспать, и помыться. Холодильник, раковина, высокая крыша поднимается. А, вот даже с ценами. 6 миллионов 400 стоит такой. Черненький. Подешевле 5 миллионов йен. Тут расписано, что у него есть. Ну, это инвертор, я так понимаю. Здесь на 2000 ватт, здесь на 1000 ватт. 3 миллиона 765 тысяч рублей. 3 миллиона, ну там еще пошлину надо считать, я думаю, что очень дорого он выйдет. Опять же, смотря какой год. Тут, мне кажется, не пишут год. По ремням тоже, наверное, не получится посмотреть, так как их срезали. Давайте обойдем, глянем, какой год. Ради интереса. Блин, он даже не, подвеска не поднята. Подвеска не поднята, то есть прям какой-то супер проходимости у него не будет. 2021 год. 21 год, то есть в России он даже еще не проходной, этот Hiace. Пошлина будет дорогая. Ладно, идем дальше. Самосвалы Марокко.
Достаточно знаменитая японская марка. Много лет они выпускают свою технику на гусеничном шасси. Всегда это самосвалы от маленьких до огромных, карьерных. Также здесь представлены, башня вращается. Дальше у нас стенд Кобелка будет. Сейчас пойдем Кобелку посмотрим. Он уже работал, видать, демонстрации какие-то были. Уже не прям новый. Это, я так понимаю, типа сортировщика камней. Мелкую фракцию отбирать. Вот нам показывают. Магнит есть. Ух ты, как круто. Можно магнитить, а можно и не магнитить. Ну, навесной я смотрю фирмы Тагучи, честно говоря, не слышал о такой. Вот также фирма Тагучи. Made in Japan, японская фирма. Гидравлический быстросъем. Сейчас он отсоединит, подсоединит ковш. Потом гидравлический, я так понимаю, покажет. Что там у него такое? Какая-то дробилка. Сейчас продемонстрирую. Но тут больше, я так понимаю... Да, это стенд не Кобелка. Кобелка — это просто экскаватор, на котором они показывают. То есть это стенд именно навесного оборудования фирмы Тагучи. Вот даже их логотип. То есть тут не экскаватор надо смотреть, а именно навесное оборудование демонстрируют. Ну, тоже не совсем непонятен функционал, что он делает. Нет, ну я-то вижу физически, что он делает, но как это применить на практике, я, честно говоря, не знаю. Потом возьмем буклетик у них, посмотрим, может быть, подсниму, объясню, что это все делает. Ну так он и подсоединился, да, то есть он не выходя, он подсоединил гидравлику, то есть гидравлический поток подсоединил. Как круто. Это очень хорошо. Я что-то сначала и не понял, что он не выходя, никаких тебе механических быстросъемов, БРСок, то есть просто все само подсоединилось. Давайте на вот этом глянем, как это выполнено. Ну да, получается, вот они стоят быстросъемы, вот она линия идет, и она подсоединяется, то есть там стоит ответная часть, и она подсоединяется, и вот у нас получается, да, не выходя, мы можем организовать именно прям подключение. Да, вот видите, да, вот он, видите, вот так она подключается. Ага. Блин, ну круто. Экскаваторщики, чувствую, растолстеют на таком оборудовании. Вообще с кабины выходить не будут. Кондиционер включил и сиди себе, меняй навесное оборудование. Ну да, вот сейчас видите, обратите внимание, как подключаться будет. Он подцепил. Сейчас вот та штучка должна вот сюда вот отъехать. Что, да, вот видите, все, вот он подключился. Все заработало. А у меня еще один вопрос. Как? Ну там и фишка, и провод, еще и значит, есть и фишка электрическая, раз магнит все-таки, я понимаю, электрический. То есть электрическая фишка также подсоединяется, скорее всего. Все, вот он пошел.
думаю, достаточно. Очень интересно, очень познавательно. Вот стенд Sumitomo. Но почему-то как-то они больше... На технике вообще никто не подходит к Sumitomo. Подходят только за подарками. Тут они... В основном у них уклон на подарки. Шарики там. А техника, по-моему, никому не интересна. Ну, ковш у него прям очень многофункциональный. Я прям вижу, насколько сильно он многофункциональный. Нам надо обойти, посмотреть. Machine Control. Я так понимаю, это дизель. Ну да, тарахтит. Модель SH200. Можно залезть. А поуправлять можно? Управлять не стоит. Управлять не стоит. А у вас еще нет прав для управления. Японских нет. Вы можете сесть и управлять. Хорошо. Смотрите просто сколько камер. Давайте посмотрим, что внутри. Так, он заблокирован. Посмотрите, сколько у него камер. У него круговой обзор. А, смотрите, действительно круговой обзор, как в машине. Очень прикольно. Вот такие джойстики управления. Тут расписано, что за что отвечает. Держатель для телефона. Кондиционер морозит прям очень сильно. Ну да, смотрите, здесь можно выставить все. То есть глубину, ширину можно выставить. Прям поставить квадрат, в каком квадрате вам надо выкопать, какой глубины и ширины. То есть настолько много настроек. Круговой обзор. Наработка 852 моточаса. Джойстики просто удобные. Сзади тоже есть кнопки. Блин, ну как бы еще подучиться надо сначала. Столько кнопок. Раз, два, три, четыре. 5 кнопок. И крутилки пошли. Здесь еще что-то. Это на монитор, на оборудование, на вот этот ковш многофункциональный. Просто с ума сойти, сколько здесь всего. С этим уже, ребят, не получится, как с миником обычным. Сел за полчаса, научился и пошел работать. Здесь, наверное, надо все-таки немного подучиться, чтобы управлять. Очень много всего. Ладно, вылазим. Мне еще дядя сказал по секрету, что, короче, у этого экскаватора есть функция считывания вот этих сведенных лент, и он замедляется, когда их замечает. Что за светодиодные ленты? Вот те, которые на манекене. А, да? А, ну то есть, чтобы не сбить этого, не раскатать рабочего. Все, я понял. Ребят, смотрите, какая ситуация. Вот эти жилеты у рабочих, рабочие одевают жилет, которые работают вокруг, и экскаватор их распознает. То есть, если вдруг кто-то там, как у нас принято, захрапанет в кустах там, экскаватор его увидит, обнаружит и не даст переехать или травмировать. Такая же функция есть у ковша, она замедляется при замечании человека. Ну, то есть он замедляется, но не останавливается, чтобы смерть была мучительной. Что нефиг спать на работе, ребята.
いきなりパーンって止まっちゃうと危ないんで、 Скорость и замедляет. И 減速 останавливается. まあこれ А, ну все-таки останавливается. やりましょうか、もしあのはい Сейчас покажем. О, сейчас нам продемонстрируют, как он будет убивать манекена. Давайте посмотрим. Не, ну действительно, вы видите просто сколько всего оборудования на нем висит. Датчиков, камер. Просто великое множество. Вот он, видите, двигается задом. Я так понимаю, шансов у работяги нет. Не, он его раскатал к херам собачьим. Поэтому, ребят, главное правило, какая бы ни была современная техника, на работе не спать. Понятно? Не, ну все, бывают рабочие моменты. Ну, в какой-то момент, то есть когда-то сработает, когда-то не сработает, кто-то выживет, кто-то нет. Все-таки избирательность есть. Может, он человек плохой, да? Мы же тоже всего не знаем. Ну, я без жилета, поэтому я подлазить не буду. Меня он точно не заметит. Если он жилет не заметил. Я просто подумала, что возможно не заметят, потому что здесь дневной свет, и какой смысл от этого жилета при дневном свете на белом манекене. Сейчас он нам, да, скажет. Попробуйте сами. Нужно было дать ему считать жилет. Да нет. Там камера просто со всех сторон, типа. Да. Сумито. Никогда не были так близко к провалу Сумитома. Раскатали этого из «Звездных войн». Контент. Не надо извиняться, нам даже лучше. Это контент. Полезли инженеры, говорит, что ж ты натворил? Опозорил нашу компанию. Просто посмотрите, сколько камер. Не знаю, камер или нет, но вот раз, два, три, 4, 5 только сзади. И там столько же по бокам. Но судя по тому, как этот боец лежит, его уже не первый раз раскатывают. Они, видать, каждый раз надеются, что этот раз точно сработает. Тут уже подкрашивали, где-то царапали, кто-то зубами, видать. Когда его переезжали. Поцарапал экскаватор. Ну да ладно. Сумитома на самом деле хорошая марка. Очень много экскаваторов Сумитома мы привезли. Хороший, надежный. Ну, практически все у них, мало неудачных моделей. В основном все модели хорошие. Поэтому Сумитома молодцы. Не все, конечно, идеально работает. Но я думаю, просто не настроили до конца. Все будет хорошо у них. Пойдем дальше. Ну, у них и упор в основном на подарки и шарики. Нам надо тоже какой-нибудь шарик. Да нет, шарик нам точно не нужен. Шарик нам точно не нужен. Да. Вот экскаватор было бы классно, если бы нам дали. Тут бумажный конструктор экскаватора. Они могут дать нам. Куча подарков, что-то клепают тут. Так, они нам буклет дали. А, клей. Наверное. Говорит, не ешь. Супер. О. Аригато гозаимасу. Оригинал пакет. Чипсы. Аригато гозаимасу. И там еще что-то есть одеть, по-моему, то ли кепочка, то ли что. Что это? Платочек. Платочек. Сумитома сделали упор, в общем. И наклейки с заметками. Отлично. Самое главное, стенд Кубота.
Обожаю экскаваторы Kubota. Мы никак не могли пропустить их. Kubota решили новый цвет почему-то попробовать. Чем их зеленый не устраивал. Смотрите, какой-то огненно-оранжевый. Что это за модель у нас? Блин, какая-то Kubota футбол-клуб. Но это какая-то лимитированная версия какого-то футбольного клуба. Даже модель не пишут. U10-5. 23 часа наработка. Я так понимаю, Limited Edition. Наверное. О, смотрите, ребята, смотрите, что они сделали. Что они сотворили. Теперь это и грейдер. То есть у них отвал не то, что он так и так. То есть у них еще... О, подарки от Kubota. Аригато гозаимасу. Подарки от Kubota. Смотрите. Здесь еще стоит датчик. Я такой видел. Ну, ребят, простите меня, я не могу о всей технике знать в идеале. Но я вижу, вот такие датчики стоят на грейдере. То есть можно задать определенный угол. И когда вы едете, он будет снимать отвал именно под нужным градусом. То есть отдельный монитор под это стоит. Вы программируете, и то есть это прям можно бульдозерить. Это отдавать. Ну, бортовые, смотрите, обычные, да, то есть они обычного размера. Я не думаю, что прям можно прям сильно толкать. Но именно уже мягкий грунт можно планировать, и он будет прям задавать. То, что вы зададите, он будет прям вот уклон делать. Это очень круто. Это очень круто. Kubota, как всегда, молодцы. Kubota обожают. Так, что это у нас за модель? Kubota U36A. Причем такой мы уже 6А мы привозили не так давно с кабинкой. Новый экскаватор. 22 года, по-моему, он был. Недолго он у нас был в продаже. Мы его быстренько продали. Год не пишут, таблички с годом нет. Но мы уже привозили такую технику в Россию. Но, конечно же, без такого отвала. Такого отвала, ну, такой комплектации экскаватор нам не попадался. Вот это от него, я так понимаю. Здесь закрыто на ключ, чтобы не лазили. Ну, у меня есть обзор, можете посмотреть на такой экскаватор. То есть основные характеристики все те же. Здесь только огромный плюс, что вот такой отвал. Да, это прям классно. Это что у нас? Ну вот, наверное, да. Это что у нас за моделька? Давайте посмотрим. RX306E. 2022 год, 4 месяц. То есть RX это у нас стрела робот. Это что у нас такое? Ой-ой-ой. Mitsubishi. Ну тут непонятно, тут что-то уже. Он распознает людей. То есть тут, видать, тоже уже система безопасности стоит какая-то. Давайте посмотрим. Да, видите, у него стоит камера. И при езде задом, я так понимаю, что он распознает людей, чтобы не раскатать. Чтобы, в общем, головой вам не крутить постоянно. Стоит такая система безопасности. Ну, видите, во всем мире на стройках как бы заботятся о людях. Так, а вот это что такое? Ну тут еще монитор какой-то. Он в принципе дублирует показания того мелкого монитора. Вот, видите? То есть идет запись. А рабочих заботятся. Это у нас как бы расходный материал. Переехал, прикопали. Следующего наняли. На зарплате сэкономили. Во всем мире не так. Во всем мире о людях заботятся, беспокоятся, тратят деньги, разрабатывают технологии. Так, вот здесь еще что-то интересное вижу на этой Kubota. Давайте рассмотрим, что вот это такое у нас. Что это? Какие-то датчики дополнительные стоят.
А что за датчики? Ну, я не пойму, что это. Нет, это все-таки электрический провод, просто он в оболочку от шланга спрятан. Ну, а что он делает? Сейчас у кого-нибудь спросим. Потому что я не вижу никакого оборудования. Надо у кого-нибудь спросить, что за датчики вот эти красные стоят. Что, ну, за что они отвечают, что они делают. Потому что это, ну, что-то нестандартное. Что это такое? あの機械、黄色い機械で、 За счет желтой техники можно. 黄色い機械で、位置情報をして、座標を飛んでるんですよ。で、そのセンサーですね。А, ну, Датчики, которые говорят о том, где находится этот экскаватор. угу, я понял. Это из той же серии, что на том стоит датчик на отвале, а здесь это на стрелу стоит. То же самое оборудование стоит на стрелу. Вы также можете программировать полностью, ну там, параметры там траншей. То есть это уже более усовершенствованная версия глубиномера, да, скажем так. То есть тут уже какие-то дополнительные параметры можно задавать. То есть по типу также, видите, стоит вот этот датчик, как на том. И можно программировать уже характеристики именно ну, объекта, что вам нужно выкопать. То есть Kubota на этой выставке сделали упор именно на совершенствование электроники и облегчение труда. Гусеничный Такеучи. О, Такеучи. Такеучи всегда в своей технике применяют какие-то новые инновационные идеи. Они вот, ну, как-то всегда в сторонке стоят от всех производителей. Они всегда что-то выдумывают новое. Новое, и при том, что это новое, как бывает, что потом в дальнейшем применяют другие фирмы. То есть они такие инноваторы всегда. Фирма Такеучи. Нам бы вот посмотреть кабину. Надо спросить, мы можем в кабину залезть? У кого только спросить. Нельзя. Я понял. Это плохо. Ну ладно, давайте подснимем. Хотя бы так. Что там внутри. Блин, ну как привезти технику и не дать посидеть в ней? Такеучи жадины. Ну и ладно. Кат. О, он электрический. Это круто. Это круто. Интересно, можно открыть? Вот так все выглядит. Вот да, смотрите, несмотря на то, что электрический, управление гидравлика на джойстиках. То есть джойстики гидравлика. Это плюс. Давайте посмотрим, что здесь. 2021 год. Модель E10E. Раздвигающаяся колея. Ну да, колея раздвигается. Полностью на батарейках. Ну я так понимаю, вот это к нему зарядное устройство. Зарядка к нему. Кабелка у нас выставлена. Что-то я пока не вижу входа. Сейчас попробуем туда прорваться.
кабелка нам очень интересна. Пойдемте смотреть. Итак, кабелка СК-35. 35 СР, прямая стрела, разводка. Все очень красиво, все очень ново. Что у нас тут пишут? SR7, 7 модель. Круговой обзор. Причем отмечает людей, кто шевелится. Опять безопасность. Здесь у нас характеристики. Интересно, сейчас, наверное, кто-нибудь подбежит. Дизельный мотор инмаровский, как обычно, в кабелка. 3 цилиндра. Ну, управление уже какое-то есть на ТНВД электронное. На Инмаре, по-моему, мы, кстати, и видели точно такой же двигатель. Аккумулятор стоит на зарядке, заряжается. Новый абсолютно экскаватор. 30-очка с прямой стрелой, разводка. Капот заблокирован. Не откроешь, на металлических гусках. Давайте глянем. SRD модель называется. Ну, судя по всему, гидравлическое управление. Счетчик моточасов под сиденьем. 3,2 моточаса, то есть новый экскаватор. СК-30 SRD-7. -7. Ну, тоже хороший, интересный, красивый. Так, что у нас здесь? Здесь большой у нас 135-ка. Ну, 135-ка все-таки люди этот размер еще любят, чтобы он был с отвалом. Что они встречаются с отвалом достаточно часто. Здесь модель без отвала. А вот как раз таки с отвалом. Стальные гуски с накладками. Noise and Dust Reduction Cooling System. Integrate Noise, шум, Dust. Ага, SK-135 SR7 модель называется. 7-е поколение. Тоже уже куча датчиков. Разводка, очень какой-то навороченный ковш стоит. А, ну, дети. Опять дети. Хоть какой-нибудь капот нам дадут открыть. О, насос гидравлический. Вот так вот тут все выглядит. Здесь у нас что? Распределитель. Бардачок. В бардачке уже ничего нет, все стащили. Камера, смотрите. — 2022 год, 9 месяц. О, давайте, место освободилось, глянем, что внутри. Тут уже как в Тесла практически монитор такой серьезный. Также куча всякого оборудования. Те же самые джойстики, которые мы видели. Где мы видели? В Сумитомо, по-моему, да, мы были? Ага.
который мы видели в Сумитомо. А, ну ключа нет, не сможем мы включить монитор, посмотреть. Здесь не видно, все-таки управление гидравликой или нет, но джойстики, видите, насколько многофункциональны. То есть сколько всяких кнопок, крутилок. Это задняя, это тыльная часть джойстика. И плюс сверху вы видели, да, сколько кнопок. Счетчик также уже вынесен с табло сюда. Так, это что у нас там? Шприц. Система охлаждения. Очень интересный. Ну, ковш, само собой. Он делает, по-моему, все. Просто вот. Если коротко описать операции, которые он делает, можно одним словом все. Ладно, пойдем дальше. Еще Hitachi. Опять электрический, наверное, нет? Нет, тарахтит. Электрический. Но это опять же реклама навесного оборудования. Блин, вот нам модельку бокобелки выпросить. Вон там маленькие экскаваторы, они не дают их. А, жадины. Жалко, ну ладно. А? Пусть дает все, что есть. Только, говорит, никому. У нас есть моделька кобелки, ребята. Все. Аригато гозаимасу.